Когда боль в руке матери перерастает из неприятной в мучительную остроту, она и представить себе не могла, что все закончится вызовом полиции. Но когда разгневанный доктор звонит в полицию, он раскрывает шокирующую правду об опасной подпольной операции. Боль пульсировала в запястье, отдаваясь в плечо, словно злая искра. Маргарита, укутав руку теплым шарфом, пыталась игнорировать дискомфорт, списывая его на усталость от бесконечной работы в саду. Но с каждой минутой становилось хуже. Решив, что это непростое растяжение, она записалась на прием к ортопеду. Доктор Петров, молодой и энергичный, с вниманием выслушал ее жалобы, провел осмотр и помрачнел. Сделанный рентген подтвердил его опасения. В кости запястья обнаружилось нечто инородное, крошечный имплант, явно не медицинского назначения. Петров, будучи врачом с принципами, немедленно сообщил о находке в полицию. Когда в квартиру Маргариты вошли двое детективов, она была в полном недоумении. Вопросы сыпались градом. Откуда взялся имплант, что она знает о подпольных медицинских экспериментах? Не замечала ли она за собой странного поведения? Маргарита, дрожа от страха и непонимания, клялась, что ничего не знает. Расследование закрутилось вокруг незаконной деятельности некой группы ученых, проводивших эксперименты по контролю над сознанием людей с помощью подкожных имплантов. Маргарита оказалась случайной жертвой, попавшей в их сети. Теперь ей предстояло помочь полиции разоблачить опасную организацию, чтобы защитить себя и других от их зловещих планов. Боль в руке, оказывается, была лишь предвестником куда более страшной правды. Осознание того, что в ее теле находится чужеродное устройство, разработанное для контроля над разумом, повергло Маргариту в состояние шока. Ей казалось, что она попала в кошмарный научно-фантастический фильм. Но это была жестокая реальность, и от нее зависела не только ее собственная судьба, но и, возможно, жизни многих других людей. Детективы, видя искреннее недоумение и страх в глазах Маргариты, предложили ей сотрудничество. Они объяснили, что для поимки преступников им необходима ее помощь. Маргарита согласилась, понимая, что это единственный способ избавиться от импланта и вернуть себе контроль над своей жизнью. Начались долгие часы допросов, консультаций с экспертами и планирования операций по извлечению импланта. Маргарита, несмотря на страх и усталость, старалась запоминать все детали, каждую мелочь, которая могла бы помочь следствию. Она вспоминала свои последние поездки, случайные встречи, все, что могло бы связать ее с преступной группировкой. Операция по извлечению импланта прошла успешно, но самое сложное было впереди. С помощью полиции Маргарита согласилась стать живцом в операции по разоблачению ученых. Она должна была вести себя так, будто ничего не знает, продолжать жить своей обычной жизнью, чтобы преступники почувствовали себя в безопасности. Это было опасное и нервное время. Маргарита чувствовала себя пешкой в чужой игре, но она понимала, что только так можно остановить зло. В конце концов, благодаря ее смелости и помощи полиции, преступники были пойманы. Лаборатория, где проводились эксперименты, была закрыта, а жертвы освобождены. Маргарита смогла вернуться к своей жизни, но этот кошмар навсегда оставил след в ее душе.